Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. И сегодня у нас по плану интервью с Флаем, где он ответит на самые интересные вопросы о себе. Поехали! Андрей, с чего началось твое знакомство с видеоиграми? В 5 лет, когда еще в Ялте жил, подарили мне приставку Dendy. Поломанную, не поломанную, а китайскую. Она без картриджей работала. Вот, и начал играть. А потом первый компьютерный клуб был в 6 лет. Угу. Вот, оттуда все и началось. Довольно рано. Да. А ты помнишь, когда ты решил, что хочешь быть профессиональным киберспортсменом? Ведь не было такого. Соревновательный опыт начался тоже довольно рано. Да, но не было такого желания стать киберспортсменом. Просто все играли в доту по кайфу. Угу. Было много ланов в Киеве, в подвалах. Не в подвалах, но в клубах таких подвальных. И там играли. Всем было интересно выиграть. А когда ты понял, что ты перешел с аматорского уровня уже на профессиональный, и ты прям уже... когда зарплату начали платить в первой команде, IC Cup называлась, угу. с Resolution и магом. Вот тогда, да. Какой был самый твой трудный матч в твоей карьере? Против кого? Да, всегда были трудные матчи против Envy. Мы с ними очень много играли турниров, там маленькие были, мы всегда с ними в финале играли, и с ними были самые тяжелые. Угу. Envy был криптонитом. То есть ты сейчас бы... следующий вопрос про лучшего игрока и лучшего соперника. Вот Envy твой самый тяжелый соперник. Там был Bonnie 7 такой игрок, он был тогда самым жестким оффлейнером. Там у них была сильная команда Spy Lie, Envy, Bonnie 7, не помню, кто еще был. Вот они жесткими были. Угу. 13-14 год. А есть ли какой-то игрок, с которым тебе больше всего нравилось играть в команде? Кроме Володи ПГГ. Володя ПГГ. Как я прочитала. Ладно, был Бист еще такой игрок, но его никто не знает. А что его делало таким особенным? Он пел песни и рэп в играх. Это как минимум весело. До мейнстрима, да. До мейнстрима. Ладно. Многие спортсмены в классическом понимании довольно суеверные, у них есть какие-то ритуалы. Есть ли у тебя подобные ритуалы? Сходить в душ. Перед игрой? Да. Это полезный ритуал, в принципе, для жизни. Да. Ну а что-то кроме этого, или суеверия, вот за все эти года, ничего не выработалось? Да не особо. Угу. Просто морально настроиться надо на игру. Просто посидеть, подумать? Да. Или поговорить с тиммейтами. Как ты готовишься? Как ты тренируешься? Как обычно проходит твой рабочий день? Играю ММ. Пытаюсь не юзать микрофон в ММе. Собственно, все. Ну хорошо, а ты уделяешь время стратегической подготовке? Смотришь ли ты чьи-то демки? Реплеи смотрел. Не так много, но сейчас больше начал смотреть. Угу. Это все. Просто реплей смотришь. Хорошо. Физическая подготовка и питание влияет на форму киберспортсмена? Или вы не задумываетесь об этом? Это субъективно. Если тебе плохо от плохой еды, от мака, например, то лучше не есть. Но если ты можешь съесть 50 наггетсов за вечер, то, в принципе, можно съесть 50 наггетсов. А ты можешь съесть 50 наггетсов за вечер? Я не помню, сколько вчера мы съели, но да, можно. Хорошо. Что тебе в киберспорте нравится больше всего? Спортивный интерес. Соревнования, да? Да, сами соревнования. И плюс путешествия по странам. Угу. Вот. А что меньше всего нравится? Что бы ты хотел изменить в этой профессии? Профессии, да. Ну а что? Ты ж профессиональный киберспортсмен или какой? Да ничего менять не надо. Я бы ММ поменял, а так все нормально. Что бы ты в ММ изменил? Слушайте, была такая платформа IC Cup. Угу. Вот. И там можно было создавать свои лобби. Вот. И чтобы заходили только твоего уровня ПТС игроки. Вот. И нежелательные игроки, ты их мог кикнуть из своего лобби и играть своим лобби. И вот этого не хватает. Угу. На твоем ММРишь, неужели там такой большой разброс, тебе попадаются... Тысячники попадаются, Тысячники? конечно. Каким образом? Вот так, потому что так устроена дота. Я что-то никогда не попадаюсь. Видимо, я даже меньше, чем тысячник. Ладно, расскажи о своих планах профессиональных на этих год. Какие-то цели, которые ты, возможно, ставил себе. Инт. Был прошлый инт, но его не было, поэтому это после которого ты закончишь карьеру, собственно, как теперь этот инт. Наверное, да. Угу. А в личном каком-то плане есть у тебя какие-то глобальные цели, к которым ты стремишься в ближайшее время? Я уже говорил, школу построить. Угу. То есть это прям вот в этом году? Не, не в этом, как ковид стихнет хоть немного, тогда и начнем.
Мгм. Хорошо, хорошо, ждем с нетерпением. Какие аспекты в своем стиле игры ты бы хотел улучшить? Меньше дохнуть. Мгм. Все. Ну так это же твоя прерогатива. Ну ты да, же да не, я пятерка. меньше уже дохнуть начал. Нормально. Мгм. Правда, другие дохнут. Ну ладно. Лучше бы ты, да, уже тут. Да. Расскажи, насколько важно в команде, чтобы все ее составляющие были друзьями и имели хорошие личные отношения? Насколько это влияет на сыгранность и результаты? Ну, да. А если нет? Если нет, то может тоже получиться. Это все субъективно. Хорошо, а как формулируется сыгранность в команде? Вот к вам приходит новый человек. Что Так. нужно сделать, чтобы его максимально быстро интегрировать в коллектив? Просто много играть и общаться по доте. Мгм. Все время уделять доте. А там пойти прогуляться, поехать Да, в отпуск? можно поехать в отпуск. Ну, Перед лигой. это Да, вряд ли. в отпуск. Не, в отпуск ехать надо одному. Мгм. Расскажи неожиданный факт о себе, который не знают твои фанаты. У Богдана были носочки с Наруто. У Электроника украли в гостинице один кроссовок из номера. У тебя было что-то такое, какие-то конфузы на турнирах? Что-то кто-то у тебя украл? Кто-то что-то там, с кем-то подрался? Или почти подрался? М, Куда-то не туда прилетел? Еще Богдан сказал, что самый главный конфуз в его жизни — это ты. Как-то раз мы летели с Инта домой, вот, у нас задержали рейс на 3 часа. Мы прилетели, я, Резоль и Алоха. Мы прилетаем в Амстердам на пересадку, бежим на стойку и видим, как наш самолет улетает прямо перед лицом. Вот. И мы в аэропорту спали не на диванах, на полу, я не помню, как мы уже спали, 14 часов. Чего вы не пошли гулять по Амстердаму? Потому что не было визы. Это еще то время было. Обидно. Да. Достаточно конфузно. Расскажи, как игровой опыт повлиял на тебя? Вот как ты думаешь, какие есть отличительные черты характера профессионального киберспортсмена? Что с тобой стало за все эти годы, Андрей? Слушайте, стал терпеливым, знаете. Да? Да. М. Иногда не хочется быть терпеливым, это вы просто приходится. говоришь. Да, а иногда прям вот надо стерпеть. Ну, нормально. Мгм. Можно не обращать внимания. То есть это что-то позитивное, это прекрасно. Да, но это именно для жизни, не для ММа. В ММе это не работает. Чем бы ты занимался, если бы не стал киберспортсменом? Общепитом. Мгм. А как Бодя стоял бы на кассе в Маке? Это его слова, это не мои слова, это он так сказал. На полставки он сказал. Не, я был бы его начальником. А, Говорил бы ему, что ему надо готовить Биг Мак, а не жрать его каждый день. понятно. Вы стакаетесь и тут. Какая игра, вышедшая за последние 20 лет, стала самой недооцененной? Half-Life. Почему? А почему недооцененной? Ну, потому что мало людей играет. Valve забросила ее, выпустила какой-то второй Half-Life, никому не нужный. На третий забила еще 4 года назад. И в итоге, дала бы хотя бы жизни первому Half-Life, но нет. Грустная история, но спасибо тебе за откровенный ответ, Андрей. Ты играешь в Доту уже очень давно. Да, 73-го. Профессионально уже почти 10 лет. Можешь назвать лучший и худший момент в твоей карьере? Лучший — это когда мы на сцене выиграли на Инте, Мгм. а худший — это когда мы проиграли в 2015 году на сцене на Инте корейцам. MVP Феникс. Или просто MVP. Мгм. Вот. В одном из интервью ты говорил, что ты, в общем-то, поменял огромное количество команд. Прямо. Получается За так. такое время это логично. Что бы ты посоветовал новичкам? Стоит ли часто менять коллективы? Или нужно все-таки пытаться, стараться работать над собой и оставаться в одной команде подольше? Стоит всегда развиваться. Неважно с кем. Если у тебя там есть команда, и она развивается, и в этом, у вас получается, нужно оставаться, конечно. А если ты развиваешься, а твои ребята нет, то да, надо менять команду. Мгм. Как изменилось сообщество Доты вообще в целом за это всё Отоксичилось. время? На Отоксичилось? 785%. Почему? В чем это проявляется? М, Профессионально в том числе сообщество. Тем, что у людей нету воспитания.
Они воспитываются в доте, в ММе, на матах и на стримах людей, которые матерятся в грубой форме. Слава богу, мы не такие, поэтому, ребят. На чем ты думаешь, вашему составу стоит сосредоточиться в данный момент больше всего? Нашему составу стоит сосредоточиться больше всего на командной игре. Успешно получается? Мы работаем над этим. Прекрасно, прекрасно. Желаю тогда вам успеха в этой Благодарю. нелегкой работе. Благодарю вас вас. за интервью. До свидания. До свидания. Если вы хотите посмотреть другие интервью с игроками Na'Vi, то переходите по ссылочке внизу и наслаждайтесь. Спасибо, что были с нами, и до свидания.